Мои дорогие зрители, снова сегодня будет такой серьезный разговор, не очень приятный, но мне надо кое-что сказать вам. Дело было весной. Познакомилась я в отеле с одной девушкой. Хорошая такая, спортивная, классная, интересная. Она первый раз в Египте, воодушевленная солнцем, пальмами, всем тем, что тут происходит. Рай на земле. И познакомилась она с молодым человеком. Ну и, значит, как-то вечерком она пишет мне: Виктория, вот меня тут молодой человек с отеля, познакомилась на днях, приглашает в клуб погулять по Хургаде, туда-сюда. В общем, сходить, поплясать на дискотеку, отдохнуть, в общем. А я ей говорю: ой, говорю, ты со мной не советуйся, говорю, потому что я бы вообще легла спать. Говорю, ты можешь поехать, если что, но потом сразу домой, там, говорю, всегда такси стоят возле клуба. Бери такси, говори отель и домой сразу. Вот так вот дала ей такое напутствие, но оно не очень сработало. Это я потом узнала. Она мне не сразу, конечно, сказала. А позвонила она буквально вот недавно. Это прошло уже более полугода с тех пор, как это было. Как вот она была в Египте, как ездила в клуб. Вот как раз прохожу его Little Buddha. И, значит, Виктория, вот такие вот дела, очень расстроенная. Мне позвонила прям такая в слезах, говорит, так и так. Спустя полгода я познакомилась с мужчиной, у нас завязались отношения хорошие, доверительные, и вот сейчас я, значит, беременная. Но есть проблема. У нее обнаружили сифилис. И теперь ее будут ложить в больницу на стационарное лечение, следить за этим, потому что это же не просто там уколы сделать и все. Это все очень такая деликатная работа, чтобы не навредить беременности. Хорошо, что она забеременела и узнала, потому что сифилис может жить вечно в человеке. Оно будет его выедать изнутри, и человек не будет знать, что происходит. И будет заражать успешно других людей. Я уже говорила на эту тему, что ни в коем случае нельзя тут с ними спать без презерватива. Хоть они все, сколько я знаю ребят, они мне рассказывают, и взрослые мужчины, молодые, что мы занимаемся сексом исключительно без презерватива. Исключительно. Я говорю, почему? Это же так опасно. Иншаллах, на все воля Божья. И вот, значит, это закончилось тем, что, видимо, они после клуба разморенные, там он ее обнял, угостил каким-то напитком, и они поехали к нему домой. Поехали к нему домой, и там все случилось. Есть болезни, которые проявляются, допустим, такие как гонорея, трипер, да, в народе называем мы. Там идут сразу выделения, там и боль при мочеиспускании, и выделения, потому что этим заражались мои подруги, но об этом расскажу немножко позже. Сейчас эта ситуация, поэтому вот. И тут я, конечно же, вспоминаю историю своей жизни, что у меня была приятельница, которая тоже заразилась сифилисом очень давно. Не знала, не лечила. Потом уже ее лечили капельницами. Потом уже начался рак. На фоне вот этого всего начался рак. И в течение 3 лет она ушла из жизни. До сих пор я вспоминаю, замечательный человек. Славная, очень такая хлебосольная, открытая девушка. И вот, значит, ушла из жизни. Молодая, красивая, кровь с молоком. Из-за какого-то хуя. Это на самом деле очень грустно. Все то, что я тут вижу на протяжении 7 лет, все, зачем я тут наблюдаю все это время, это печаль печальная. Хорошо, что эта девушка узнала, что у нее сифилис благодаря беременности. Сейчас, конечно же, она уже легла на лечение. Все будет у нее хорошо. Но
Этот молодой человек, который заразил ее, он успешно заражает и других. И, может, не знаю уже, какое количество заразил, потому что тут сотнями летят. Тут у них вот такие упаковки Орфи. Орфи – это документ, который разрешает совокупиться, провести ночь в какой-то квартире. Ну вот. Было бы очень хорошо, если бы к этому Орфи требовали справку от врача на все венерические заболевания. Прям за день свежую справку. Ну и давайте представим, мои хорошие, вот этот молодой человек, который имеет там 100 Орфи, 150 Орфи, он с ними спит без презерватива. И эти женщины летят в другую страну, тоже там с кем-то имеют сношения, тоже заражают. Люди же не так часто ходят в клинику. И дело в том, мои дорогие, что этих Орфи мальчиков в курортных городах, их сотни, тысячи. И постоянно к ним прилетают из других стран женщины. И, конечно, каждая женщина думает, что она единственная, он ее ждет, потому что он ей пишет часто, а он многим пишет. И у вас может возникнуть такой, знаете, невероятный момент близости, момент доверия, но все это иллюзия. Эту иллюзию они прекрасно поддерживают. Еще один сразу случай расскажу. Это было 7 лет назад, только я приехала. Ко мне там один подкатывал араб. Глазки строил. Чистенький, бизнес у него, машина хорошая. То есть это не вот какой-то там этот бедуин. Не, это образованный, в Европе жил. То есть такой вот, как бы мы подумали, что осознанный. И подкатывал ко мне, глазки строил. Я была с девочкой, она психолог, и она говорит: Виктория, я скоро улетаю, можно поэкспериментировать, дай мне его. А я вижу, он уже ей глазки строит, не мне, а ей. Ну, а я человек добрый, говорю: забирай, экспериментируй. Ну, в общем, они там зажигали, по клубам ездили, пили, гуляли, понятно же, секс, все такое. Буквально через несколько дней она мне пишет: Виктория, у меня какие-то выделения. Прилетела в Москву она, сходила к врачу и говорит: Виктория, так и так, у меня гонорея, трипер. И, понятно, она взялась за лечение, там антибиотики, программа какая-то лечебная, уж не знаю. А ей это не очень хорошо было вот лечиться, потому что она только недавно закончила лечение рака. И у нее и вот облучение это было, и химия, ну, в общем, там по полной программе. И она приехала в Египет немножечко восстановить энергию, ресурсы, набраться сил, Красное море, все такое. Вот приезжайте на Красное море, ни с кем не знакомьтесь, понимаете? Потому что они будут плакать и говорить: я давно ни с кем не был, я чистый, это великие актеры. А вы плачете и по голове бейте молотком. Тоже вот из этой серии девушка тут мне рассказывала, говорит: Виктория, познакомилась с мужчиной, познакомились туда-сюда, все хорошо, и через какое-то время поехали там к нему. Она говорит: он плакал, он клялся Богом. Вот это когда они говорят «волаги», это точно врут. Говорит, так клялся Богом, что он чистый. Тоже трипер. Тоже. Если у вас какие-то сомнения, что что-то я выдумываю или что, пройдитесь по лабораториям Хургады, Шарм-эль-Шейха. Ну, я в данный момент про Хургаду говорю. Сколько здесь всего, сколько здесь СПИДа, сколько здесь сифилиса, сколько здесь ВИЧ-инфекций. Я уже по кафешкам боюсь ходить. Понимаете? Это вообще нужно в каком-то обязательном жестком порядке всех загнать, и чтобы сдали на вот эти болезни, передающиеся половым путем. Потому что это ужас просто. Это просто ужас. И вот такой вопрос возникает. Сколько молодых девушек, этот молодой человек, ну и старых, какая разница, молодая, не молодая, сколько вот людей он заразил, вот этот молодой человек, сифилитик. А тут таких сифилитиков и гонорейщиков тьма тьмущая, понимаете? Что ему? Орфи сделал за пару рублей, и все, пошли шманькаться.
Так вы не так. Вы пойдите в лабораторию любую, у нас их здесь очень много. Сдайте кровь на анализы, посмотрите анализы, подумайте. Может, вам потом уже будет не до секса, если вы посмотрите анализы и свои, и его. Понимаете? Если вы хотите отношений, ну, приедьте, походите полгода, год, 2 года за ручки. Пообщайтесь с семьей его, познакомьтесь с его бытом, как он живет, чем он дышит. Я просто знаю, как они действуют. Они быстро затаскивают в постель. Я вам скажу такой момент. Какой я вывод сделала, прожив в Хургаде 7 лет. Я стараюсь у них ничего не просить. Знаете почему? Потому что они сразу требуют секса. Либо намеком, либо угрозами. Ну, то есть они просто требуют секса за какую-то минимальную, незначительную помощь. Господи, буквально там, ну, не знаю даже, просто такая банальщина, что это просто, это трэш какой-то. Я вот вам честно скажу, вот все то, что я увидела в Египте, вот здесь в Хургаде, потому что Хургад это не Египет, это отдельный такой город, где много грязи, где много безобразия, где много всякого разврата и так далее, понимаете? То, что в Хургаде происходит, это какая-то жесть просто. Это что-то неимоверное просто. Я никогда не видела такого скотского отношения вот к нам, к иностранкам, к тем, кто приезжает сюда. Вот эти их маневры, вот эти скотские разводы, понимаете? Не видела никогда такого. Вот эти их схемы, а потом еще как сделать с тебя дуру. Вот так смотришь на все это, думаешь, как так? Ну как так? Как так такое может быть? Вот я прилетела сюда 7 лет назад. 7 лет назад с маленьким ребенком. Да, мне было очень непросто. И я просто знаю, как вот, допустим, я там что-то обращалась за какой-то незначительной помощью. Ну, то есть это такая мелочь, что мой отец в жизни таких мелочей для женщин сделал 5 миллионов. И друзья его, знаете, я привыкла просто к другим мужчинам. Мой брат, его друзья. То есть в совершенно другом обществе. И то, что тут делается, это просто какой-то ужас. У меня есть эти переписки в телефоне, пожалуйста. Так и все женщины, которые знаю тут. Не дай бог, что-то у них попросишь, они сразу намекают на секс. Но они не так прямо, они говорят, вот массаж, хочу массаж. Я помню, раньше я искала массажистов в телефоне, а моя взрослая подруга здесь, она говорит, Виктория, не смеши людей. Это он так намекает на близость, а ты им массажиста ищешь. Неужели у них тут массажиста нету? Они тут живут по 30, 40, 50 лет. Вот так смотришь на таких людей, знаете, как-то и мерзко, и больно за них. Даже жалко их, что им уже скоро туда, на небеса. А они ничего не поняли в жизни, понимаете? Ничего не поняли. Нет ни ценностей никаких, ничего. Вот лишь бы своим членом потыкать, лишь бы это. Это могут подтвердить все женщины, которые живут здесь много лет. Поинтересуйтесь у них, поспрашивайте, правду я говорю или нет. Чуть что, они сразу требуют секса. Вот. Но хорошо, законодательная система уже реагирует на это все. Потому что раньше члены слали в Facebook. Сейчас уже утвердили закон, по которому там либо штраф он будет платить, либо тюремное заключение. И также буквально недавно утвердили закон о 10 годах тюремного заключения за сексуальные домогательства. Вот знаете, вот прям захотелось поговорить. Вот смотрите, а вы меня видели в каких-то клубах, ночных заведениях? Вы меня где-то видели, что, может быть, я пью алкоголь или употребляю наркотики? Видели меня? Конечно, нет. Вы могли меня видеть, когда я что-то иду по улице, снимаю, когда я там делаю зарядку где-то. Вот это вы могли видеть. Мне как-то
даже перед людьми моими, знаете, стыдно, потому что благодаря моему каналу, моим видео, сюда приехало большое количество людей со всего мира. Они влюбились в эту страну точно так же, как влюбилась я 7 лет назад. Но то, что здесь происходит, я даже не знаю, каким словом назвать. Вот надо подумать, каким словом это все назвать. Вот это такое отношение к нам, к иностранкам. Это называется скотство. Потому что если вам нужно поразвлечься с женщиной, есть представительницы древней профессии, они там где-то в клубах или где-то на дорогах. Ну, в общем, мужчины, которые живут тут, номера найдут, они все знают. Но есть женщины, которые имеют другие интересы. И зачем мне ваша пиписька, ваш член, зачем? Я достойна серьезных, красивых отношений в жизни, любви, понимания, уважения. Я достойна того, чтобы рядышком у меня был друг настоящий, которому я могу доверять, которого буду любить и, самое главное, уважать. Вот что надо. Я не понимаю, почему со всех сторон вы предлагаете свои пиписьки. Это же не какие-то вон там продавцы или что. Не, это люди, которые имеют руководящие должности, сидят в рубашечках, в галстучках, в пиджачках. Слушайте, а как вот вы другими людьми можете руководить, если вы даже своим членом руководить не можете? Вот скажите, мне интересно, если вы не можете руководить своей пиписькой, как вы идете руководить другими людьми? Напишите мне в комментариях, может быть, я что-то не понимаю. Да нет, я все понимаю. Я много лет жила в Москве, общалась с большим количеством интересных людей. Но если я работала в фитнес-клубе 16 лет, то вы понимаете, какое количество людей я пропустила через себя. У нас как-то отношения выстраиваются, люди ходят, дружат, общаются, присматриваются друг к другу. А здесь сразу секс, секс, секс. Сразу тебе предложат потыкать тебя пиписькой. Еще вот у меня есть подписчица, в Европе живет. Она говорит: Виктория, развелась с мужем много-много лет назад. Но он меня заразил вирус папилломы человека. Там есть какие-то номера опасные, по-моему, она говорила 16 и 18. Ну и что вы думаете, мои хорошие? Вот эти номера, они опасны, онкология. И, конечно, ей сначала вырезали трубы на матке, но потом удалили саму матку. Они уже давно в разводе, но рептилоид заразил ее и теперь заражает кого-то другого. Вот прям после моего видео встаньте, идите, запишитесь к врачу, сдайте кровь на анализы. И многие из вас будут мне благодарны за то, что я вас как бы туда направила, за то, что говорю такие серьезные вещи. Потому что, вы понимаете, вот многие мне рассказали эти истории, а многие мне просто не могут рассказать, потому что им стыдно. А многие рассказывают уже, звонят, когда пьяные, когда уже не могут ничего сделать. Вот такое ощущение, что тут над нашими женщинами модно издеваться. Знаете, издеваться и рассказывать друг другу, как поиздевались. Ну, потому что, когда я знакомилась с египетскими мужчинами, все они говорят: я не такой, я не такой. Я думаю, что за такой странный подход, а какой? А это знаете от чего? От того, что они советуются, делятся друг с другом всякими извращениями, как поиздеваться над нами. Все вот это рассказывают друг другу, передают свой опыт. Они в этом себя реализуют. Сколько я женщин поимел, сколько попортил, какое количество женщин я развел на деньги и так далее. Вот общалась с девушкой, это было не прошлым летом, а позапрошлым летом. Она пела вот тут недалеко. И, значит, я ей говорю: ну давай я приду, послушаю тебя, как ты поешь. Она говорит: Виктория, я уже там не пою. Я говорю: почему? Ну вот, понимаешь, тут такая ситуация,
там менеджер, который имел влияние на это все. Жена у него поехала рожать в Россию или в Украину, а он предложил мне покувыркаться. Ну, конечно же, я отказала, поэтому он посодействовал тому, чтобы мне не разрешили здесь петь. А что это такое? Ну вот твоя жена поехала рожать, ну побудь с Богом, с Аллахом, почитай Коран. Скоро у тебя появится там сын или дочка, первый ребенок это у него. Ну как-то подготовь душу к вот такому важному событию. Нет, только жена уехала сразу, они как шакалы смотрят, кого можно оприходовать, с кем можно позаниматься сексом, только-только. Так смотришь на все это. Господи, Господи, такой позор, такой позор. Так эта женщина, она тоже хочет каких-то отношений, семью, уважения, любви, ребенка, она тоже хочет. Она не хочет, чтобы вы так ее использовали. А почему вы так делаете? Вот знаю еще один случай. Моя знакомая жила с египтянином 7 лет. У него была параллельная семья, жена, ребенок. А у этой не получалось забеременеть. Но он, конечно, ничего и не говорил. Можно же честно сказать, да, вот у меня одна женщина, вторая женщина, вот пойдет так или нет. Но нет, надо же обманывать. Потом она узнала, прошло 7 лет, она узнала, конечно, это очень неприятно, это не каждый может с этим жить, принять эти правила. И она, в общем, ушла от него. Он начал вставлять ей палки в колеса, мешать ей здесь работать, мешать ей здесь жить. Она собралась, уехала в Украину и сейчас воюет. Теперь вопрос. А почему вот эти мужчины не несут ответственности за то, что он много лет обманывал, за то, что, допустим, там у него в Каире жена с детьми, а тут вот он живет с другими и не говорит, за то, что вот такое обращение, что женщины тут работают как могут и живут как могут, а те стараются какие-то мерзкие действия сделать в их сторону, чтобы вот ее там с работы уволили или что, или не давали ей работу. Они ходят, подговаривают, как шакалы. Может быть, создать какую-то организацию, которая будет поддерживать и помогать женщинам. Мне кажется, хорошая идея. Сделать организацию, которая будет охранять мир и покой европеек в Египте. Потому что то, что я видела за 7 лет, но это никуда не годится, никуда не годится. Женщины сюда едут с разных стран, они не знают законов. И у нас так не принято обманывать, не принято вот эти схемы рисовать, как они тут рисуют. У нас это не принято. Поэтому наши женщины, европейки, попадаются, потому что у нас ценится порядочность, честность, какое-то уважение друг к другу. Но то, что тут происходит, и вот эти аферистические схемы, и то, что со всех сторон тебе предлагают позаниматься сексом, ну что такое? Ну где это написано? Ну где? За все время, которое я тут нахожусь, конечно, я познакомилась с большим количеством хороших, семейных, порядочных мужчин, египтян. Но это такая другая категория, они не ищут приключений, они семейные, порядочные, спокойные, тихие. Ты просто вот смотришь на их семьи, ну потому что у меня есть друзья, восхищаешься и уважаешь. Таких очень много, просто они себя ведут очень тихо. Тихо, скромно, они заняты семьей, они заняты женой, детьми, работой. Это очень правильные мужчины. И их познакомили еще в молодости, у них кланы, родители познакомили. И они вот так вот себе женятся, рожают детей и очень правильно живут в сердце с Богом, с Аллахом и так далее. Но то, что делают вот эти гастролеры, которые гастролируют от одной женщины к другой, они не могут взять ни ответственность,
не то чтобы за другую женщину, и не дай бог она с ребенком, они даже за себя не могут взять ответственность. Все, что они могут, это провернуть какую-то аферистическую сделку, засунуть свой сифилитический член или гонорейный, или спидоносный член, передать вам какие-то инфекции, потом еще морочить голову. Вот, тут таких много. И старое поколение успешно обучает молодое поколение. Не знаю, закончится ли это или нет, но это то, за чем я наблюдаю 7 лет, мои дорогие. И мне очень больно, потому что я испытываю к этой стране очень большую любовь. Очень большую любовь. С первого дня моего приезда я влюбилась в это небо, в море, в пальмы, в этот воздух. Я влюбилась. И мне больно от того, что здесь такое происходит, понимаете? И я даже хочу элементарно защитить своих подписчиц. Вот, поэтому я говорю на Ютубе открыто, я говорю об этом, потому что об этом нужно говорить. Ну что ж, мои хорошие, послушайте то, что я вам говорю. Мне очень неприятно эти вещи говорить, мне очень неприятно. Но каждый раз что-то такое случается ужасное, сами берите ответственность за все на себя. Сами думайте, анализируйте. Зачем вам эти проблемы? Неужели ради какой-то пиписьки вам хочется попрощаться с жизнью? Вы знаете, сколько зараженных ВИЧ? Ну тьма. Ну наберите в интернете, где больше всего СПИДа. Наберите. Вам сейчас ответят. Африка. А сюда еще приезжают с южной части Америки. Там Куба, Бразилия. Там вообще СПИДа тоже очень много. Ну что вы думаете? Ну почему я должна это вам говорить? Я хочу говорить о чем-то приятном, понимаете? Все, на сегодня хватит, мои хорошие. Законодательная система Египта. Низкий вам поклон. Всем остальным, которые берегут нас в этой стране, тоже большой поклон. Много здесь хорошего видела. Всегда буду помнить это все хорошее. Всегда буду вспоминать этих мужчин порядочных, которые шли на помощь и не предлагали мне секс. Вы особенные, вы самые лучшие. Все, мои хорошие, пока. Поделитесь этим видео с друзьями, с родными, с близкими, кто едет в Египет или приехал. Берегите себя, я вас очень прошу. Ведь жизнь такая классная. Столько можно всего сделать за всю жизнь. И неужели вот от того, что вас потыкают, вы готовы прощаться с жизнью? Все. Мои хорошие, до скорых встреч. Берегите себя и всех благ вам в жизни. Пока.